Война. День 300. Ситуация на фронтах. Идет 300-й день специальной трехдневной военной операции Путина. Из того, что можно назвать успехом, если не считать взятие коровника в Песках, то России удалось захватить сухопутный коридор в Крым. Хотя после потери Херсона этот коридор находится под обстрелом, да и не факт, что его не потеряют в скором времени, как это было с единственным захваченным областным центром. Ценой этого достижения стали десятки тысяч убитых российских военных и 8480 единиц потерянной техники, только по подтвержденным кадрам блога Oryx, из которых 1579 танки, что больше половины того, что было на вооружении у России перед войной. При этом украинская армия не разгромлена, а наоборот стала сильнее, благодаря западному оружию в виде пусковых Джавелин и Стингер, множеству современных самоходных артиллерийских установок, таких как Панцергаубица 2000, Сюзанна, Краб и Цезарь, а также пусковых для снарядов GMLRS, М270 и Хаймарс и противорадиолокационных ракет Харм. Инициатива сейчас на стороне украинской армии. Лишь за осень ей удалось провести два крупных и успешных наступления, результатом которых стали освобождение Харьковской области и правого берега Херсонской. Россия сейчас отчаянно ищет пути для перемирия, используя для этого террор мирного украинского населения ракетными ударами. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Сумской и Харьковской областях. На линии Сватово-Кременная россияне атакуют в направлении Новосельского и Стельмаховки, дабы отодвинуть украинские войска от трассы Н-26. Южнее продолжаются бои на подступах к Кременной, но фронт не изменился. На правом берегу Северского Донца основные бои идут за Бахмут. Тут сообщается о том, что украинским защитникам удалось вытеснить россиян из крайних улиц, к которым те так долго шли. Быть может, эта контратака была приурочена к приезду Зеленского, который сегодня посетил город на передовой и наградил там украинских военных. Также отмечаются контратакующие действия украинцев южнее, где им удалось выдавить российские войска за канал в районе Озаряновки. Дальше российские войска не бросают попыток продвинуться южнее Авдеевки, Первомайском и Невельском, но безуспешно, как и в Марьинке, бои в которой идут с начала войны. На южном фланге обстрелы, но без изменений линии фронта. Юг. Сегодня ночью на перешейке произошли взрывы. На видео видны пожары и заявляется о попадании по колонне техники. Удар произошел в районе Чонгара, который в 100 километрах от ближайших украинских позиций. Из известного вооружения сюда могут достать лишь точки У и ракеты Харм. Министр обороны РФ Шойгу посетил линию фронта для снятия в пропагандистском ролике. Линия фронта оказалась в Крыму, на расстоянии 85 километров от ближайших украинских позиций, куда даже Хаймарс не может достать. Впрочем, Путин и на такое расстояние не подбирался. К слову, комик Зеленский неоднократно посещал фронт, в том числе освобожденный Херсон, который постоянно подвергается обстрелам. А сегодня и вовсе посетил самый горячий участок фронта Бахмут. Спасибо за просмотр, буду благодарен адекватным комментариям, лайку, подписке, и колокольчик тоже помогает в продвижению видео.